Всем привет, товарищи, друзья, подписчики и просто зрители нашего канала со сложным названием. Сегодня мы приготовили вам обзор про зверя китайского Haval Animal или же Haval Beast. Да, выражение «китайский зверь» звучит примерно как «картавый лев», но наш обзор полностью опровергнет данное мнение и покажет, на что способны инженеры и дизайнеры из Поднебесной. Но чтобы не терять времени, приступим прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на новинки Haval. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Длина Haval Beast достигает 4780 мм, ширина 1890 мм, а высота 1675 мм. Между передней и задней осью расстояние 2800 мм. Передняя подвеска Макферсон, задняя многорычажка. А теперь пройдемся по дизайну. Передние фары узкие, даже очень узкие. Но как заверяют производители, они дают достаточно света. Они могут быть как ледовскими, так и матричными. Фактически они такой же ширины, как молдинг на решетке радиатора, поэтому зверь выглядит как будто у него монобровь спереди. Тонкая линия шириной в несколько сантиметров. С одной стороны красиво, с другой непривычно. Зато есть массивная решетка радиатора, которая занимает чуть ли не весь бампер. И как раз она придает передку агрессивности или хищности в дизайне. Чуть ниже нее расположился перфорированный декоративный участок с решеткой. По бокам бампера есть узкие воздухозаборники. В целом дизайн передка радует и действительно подтверждает название «Зверь», так что тут названию и стилю претензий нет. Кстати, прямо по верхней грани решетки и по нижней грани бампера идет декоративная линия яркого цвета, которая подчеркивает фигурность корпуса. Этакий нестандартный кант, причем он отлично гармонирует с общим дизайном. Боковины также имеют хищный вид. По дверям идет угловатый ложемент в треугольной форме, двояко вогнутый с глубокой средней гранью. И смотрится он реально хорошо. На переднем крыле и двери есть также молдинг с цветной вставкой, а по порогам идет аналогичный декор, подчеркивающий фигуру нашего зверя. И если оценить боковой дизайн, фигура у зверя что надо. Филейная часть, она же задняя, также имеет интересные особенности. Первое, что бросается в глаза – массивные задние фонари. Они выполнены в форме горизонтальных галок и базируются как на задних крыльях, так и на крышке багажного отделения. Декорирующая цветная вставка есть и здесь. Она проходит по нижней части бампера, как бы намекая, что у нашего зверя есть за что ухватить сзади, а не только подержаться спереди. Да, дизайн здесь просто отличный, причем многие оценили его еще по рендерам. Когда фото попали в сеть с выставки, даже любители автомобилей в РФ и СНГ высказались в положительном ключе. А как вам? Напишите в комментариях. В этот раз дизайнеры решили основательно сделать салон кроссовера. Отделку выполнили в стиле премиальных моделей с дорогими материалами и современными технологиями. В итоге интерьер в некотором смысле стал выглядеть лучше, чем у дорогих брендов Lexus, BMW или Mercedes. Салон Haval Animal обшит кожей двух цветов. Такую отделку применили на рулевом колесе, обивке сидений, потолке и на дверных картах. В качестве приборной панели используется 12,3-дюймовый дисплей, который находится под одним остеклением с центральным 14,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Физические кнопки есть только на руле. Электроника подключена к серверу Qualcomm 8155, поэтому встроенное ПО позволяет водителю с легкостью взаимодействовать со всеми функциями автомобиля. К тому же, все опции можно настроить под индивидуальные потребности. На лобовом стекле добавили проекционный экран с функцией дополненной реальности. Крыша у китайского кроссовера панорамная. Под капотом Haval Animal стоит 1,5-литровый турбированный двигатель с максимальной мощностью 184 лошадиные силы и 275 ньютон-метров крутящего момента. Расход топлива у данного агрегата около 7 литров в смешанном режиме. В качестве трансмиссии используется автоматическая коробка передач на 7 ступеней. Также в моторной гамме есть 2-литровый турбированный мотор на 224 лошадиные силы и 345 ньютон-метров крутящего момента.
С таким двигателем данная модель вполне может покорить рынок, причем не только европейский, но и наш. И самое интересное, это цена, которая составляет $20 тысяч за базу и 26 тысяч за топовую версию. Согласен, на первый взгляд дороговато, но это уже совсем другой Китай. А на этом наш обзор зверя закончен, и мы хотели бы услышать ваше мнение в комментариях. Как вам такой китаец? Пишите, ставьте свой братский лайк, пинайте колокольчик и подписывайтесь на канал. А мы отправляемся на поиски новой модели для вас. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока!